Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, на сегодня у меня, если что, самый надежный план, словно швейцарские часы. Это не имение плана. Все, у меня нет плана, мы сегодня будем отталкиваться от того, что мне будет идти, соответственно, и будем творить на этом контент. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Я надеюсь, вы заварили там себе чайку, приготовили бутиков и все такое, потому что будем сегодня импровизировать. Планов никаких вообще. Ну вот, серьезно, у меня даже в голове нет никаких планов, что бы мне хотелось реализовать. Я вот вижу, здесь есть Тайд, есть аппарат, есть минер, есть Свен. Можно было бы сыграть на воинах, причем красиво на воинах можно было бы сыграть. А можно пойти дальше и сыграть через аппарата керри, соответственно, со всеми там предметами, как надо. Но в текущей мете я скажу так, аппарат не совсем надежный герой. Если что, я сейчас взял клевер, потому что, ну, может быть, мне там панда ранее придет, я закину этот клевер в панду, получу болт на 28, а не какую-то там дополнительную панду, либо что-то еще. Но надежда умирает последней, правильно? Правильно. Поэтому будем верить в то, что мне придет панда, я закину клевер, мне там нападает эмберов миллион, там магической панды миллион нападает, нефритового генерала миллиард нападает. Ну, посмотрим. Ну, тут Огр, кстати, пришел в 2 звезды, это приятно. Только мне агра-то не с кем комбинить-то. Ну, по факту-то мне агра не с кем комбинить. Вообще не с кем комбинить. Еще один клевер пришел, но еще один клевер я не буду брать. Возьму палку на скорость атаки, такой универсальный предмет, более-менее. Вот. Меня, кстати, в комментариях просили записать зверей и показать, что они из себя стоят в текущем патче. Я сомнительно отношусь к зверям, в плане того, что в текущей мете на зверях довольно-таки все-таки сложно играть, потому что намного проще собрать себе там инсеков, намного проще собрать себе волшебников-эльфов и тупо на темпе идти. И еще на зверях тяжелее стало играть чисто из-за того, что есть волшебники-эльфы, и там тырит твоих друидов, соответственно. Я, кстати, возьму вот этот вот меч, жетон отступника, чтобы на 50% больше урона носить по вражеским целям, которые имеют такую же расу, либо класс. Вот. Может, мы вообще на рыцарях древних сейчас катнем и забьем болт на все, что только мы видим. Правильно? Ну, посмотрим, насколько это будет правильно. Вот. Кстати, это ж новый патч наступил. Да, это получается мой первый ролик в текущем патче. Да, это мой первый ролик в текущем патче. Если честно, я уже запутался, потому что я столько попыток сделал для того, чтобы хоть какой-то контент записать, что не передать словами. Не знаю, даже может эта попытка сейчас не увенчаться успехом, я сейчас тупо разговаривать буду с самим собой. Но я буду держать кулачки, и надеюсь, вы тоже за меня кулачки держите, что эта каточка увенчается успехом. По превьюшке, я думаю, вы и сами все прекрасно поймете, что здесь по итогу-то будет. Потому что я, на самом деле, сейчас вообще в душе не чаю, что мы все-таки будем-то реализовывать. Сейчас, если я проигрываю раунд, я, соответственно, буду продавать 2 рыцарей. И 1 инчу. Хочу баф людей ранних, но мне все-таки легионка пришла. Ну, вы знаете, по закону подлости, бог рандома любит закинуть подливу. И поэтому ранние лины мне не видать. Ну, закон подлости. Я уже на самом деле даже не помню, когда в последний раз ко мне приходила ранняя лина. Но мне нравится то, что там куча людей играет на лустрике. Меня это прям вообще устраивает. Кстати, если что, рыцари заранее продал. Я это не озвучил, но я их заранее продал. Много людей играет на лустрике. Надеюсь, они будут сейчас мне приходить. Ага, ну да. Почти чувак на лустрике ко мне пришел. Кстати, смотрите сейчас, сколько урона нанесет моя крутилочка по вот этим всем типочкам. Смотри, бэмс, бэмс, по 300 урона. А вот если бы у меня был резак в 2 звезды, я думаю, там распилил бы всех на свете. Инчу, короче, решил продать, хоть это инвестиция в лучшее будущее, но ну ее в баню. Ну ее в баню. Хотя на самом деле... Эта катка даже для зверей неплохая. Почему? Потому что здесь в этой игре есть берсерк и есть тайд. Тайд даст время разогнаться зверям, а берсерк, соответственно, просто своими топорами столько урона будет вкидывать, что ну его в баню. Ну, если еще и предметы придут. Короче, я 100% запишу зверей, но сейчас не факт. Не факт, потому что
Мне хочется чего-то такого нестандартного, необычного. Вот прям, знаете, контентище мне хочется. Вот что мне хочется. Вот душа требует контента. Ну и я думаю, не разочарую ни себя, ни вас этим. Тут снова проигрываю раунд. Буду идти в полную хорошую экономику. Там много людей играет на лустрики. Меня это устраивает. Жалко, конечно, что эти ребятки ко мне не приходят. И я бы там потом хаотичный договор на 10-м раунде получил. И кайфовал бы от жизни. Кстати, подожди, 6, 8. Ну да, в любом случае, даже если я сейчас продам этих двух типочков, ничего из этого хорошего не выйдет. Но я, в принципе, могу поставить Тинкера. Это будет намного пополезнее, чем, допустим, у меня будет стоять та же Марси. На самом деле, ребята, я... Кстати, совершенно забыл. К сожалению, я немножко разочарован. Разочарован тем, что в этом году мы 3000 подписчиков не достигнем. Достигнем в следующем году. Ну, немножко разочарован, но... Что ж. Спасибо всем огромное за то, что вы меня поддерживали, ставили постоянно лайки, оставляли комментарии. Огромнейшее вам за это спасибо, потому что каждый лайк и комментарий ролик продвигал в тренды космические, просто космические. Поэтому я постоянно говорю вам за лайки и комментарии, потому что они необходимы для продвижения роликов. Ну, это просто такая маленькая, малюсенькая, приятная поддержка меня. Мне самому приятнее видеть, когда, знаете, у меня очень много лайков на канале. На ролике, точнее. Ну, что ж. Осталось просто совершенно немного времени до Нового года. На самом деле, так время быстро пролетело, что ну его в баню. Вроде бы только недавно был у меня день рождения, а уже почти месяц прошел. Ну, короче, немножко я разочарован. Но, как говорится, что не делается, то делается к лучшему. Поэтому я в это верю. Знаете, это у меня такой вот стимул по жизни, что не делается, то делается к лучшему. Поэтому в следующем году достигнем 10 тысяч подписчиков. Все, ну, либо миллион. Миллион было бы вообще прекрасно. Ну, это, конечно, уже, Санечка, ты губу раскатал, да? Санечку губу раскатал, нечего делать. Ну, мечтать не вредно. Хотя, на самом деле, мне бы хотелось миллион подписчиков. Чисто по кайфу так было бы. Ладно, все, помечтали, давайте вернемся в реальность. Так вот, не достигнем мы, соответственно, подписчиков 3000. Но на самом деле я хотел еще сказать то, что мне как контент-мейкеру сейчас очень тяжело записывать что-либо. Почему? Потому что, ну вот, я просто, вот смотрите, давайте, я буду ванговать. Вот смотрите, ребят, с закрытыми глазами, вот, говорю, в этой игре минимум нарисуется 2 инсектоида и метовая Марсия. Вот запомните сейчас мои слова. И вот просто я смотрю в будущее, и мы 100% увидим в этой игре метовых инсеков, метовую Марси через эльфов. Все, запомнили, схавали, ждите. Ждите инсеков. Тут, кстати, легендарки хорошие под инсеков. Можно того же самого берсерка поставить, Тайда поставить, потому что Тайд юзнет свой стан, там все на 5 секунд АФК встанут. Ну, короче. Есть варианты, как можно этих инсеков прям раскрутить по полной программе. Кстати, хотел спросить вас, как часто вы теперь в играх видите обезьяну Керри? Потому что после того, как я выпустил обезьяну Керри, я очень часто стал видеть обезьяну Керри не только, как, скажите, не только просто там под гритерами, либо под чем-то еще. А я заметил, что многие стали их брать под инсеков, эту обезьяну, потому что на самом деле это самый долгий контроль в игре. Вот объективно, это самый долгий контроль в игре. Ой, самый долгий. Самый небалансный контроль в игре, потому что даже если у тебя предметов в этой обезьяне нету, то твоя обезьяна будет в любом случае 100% держать полностью в стане всегда, потому что там стан 2 секунды, когда палка кастуется, соответственно, стак набивается, когда она задевается цель. И обезьяне нужно нанести 2 тычки. А что там те 2 тычки нанести? Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Поэтому я стал очень часто видеть эту обезьяну. И я надеюсь, что вы не видите эту обезьяну тоже. Кстати, Дум пришел. Кстати, и кабанчика возьмем. Сразу говорю, не буду себе спойлерить, не буду себе портить настроение насчет этих кабанчиков. Пошли они куда подальше. Идем в отличную экономику. Продаем свою ХП. Надеюсь, не бездарно буду продавать сейчас свою хпшку. Панда так и не пришла, к сожалению. Ну, что поделать.
Не пришла, так не пришла. Хотелось бы мне, конечно, поставить еще и жрецов сверху, но некак их ставить. Вот и посмотрим. Не глядя, постараюсь кабанчиков себе не полить. Я забудил сейчас кабанчиков. Кто вдруг не знает, как обузить этих кабанчиков, объясняю. Чтобы забузить кабанчиков, вам нужно их заюзать до начала отсчета следующего раунда. Если вы так сделаете, соответственно, вы будете обузить кабанчиков. И есть вероятность, что ваши кабанчики будут уже не по одной монетке, а по 2 монетки. И это на самом деле круто. Поэтому, если есть возможность, мы берем и обузим этих кабанчиков. Не стесняйтесь, обузьте. Вот. Но. Ух ты. Ух ты. А что это значит? А что это значит? Так, ну легионочку мы продадим. Не хочу я легионочку видеть. Не знаю, стоит ли мне ждать клевер. Ой, стоит ли мне ждать панду или не стоит мне ждать панду? Кстати, вот инсек собирается уже один сразу с лету. Вот просто с первых минут там инсек уже собирается. Один инсек есть. Запомнили. В конце посмотрим, сколько там по итогу будет инсектоидов. Что я говорил вообще? По поводу чего я там говорил? Блин, прикиньте, на мгновение отвлекся и потерял мысль. Меня на самом деле это так бесит. А ну-ка, напишите в комментариях, кого это еще бесит. Потому что меня дико это бесит. Ай-яй-яй, у него хаотичный договор. Какой ты нехороший человек с винстриком 6 единиц. Ладно, короче, скипаем этот клевер. Рок войны... Ну, надо скипать. Надо скипать. Неплохой предмет. Пойдет. Пойдет. Я хотел на самом деле манореген какой-то, чтобы у меня корабли прям летели ничего себе. Я очень надеюсь, что Огр будет куда надо кастовать свои корабли. Вот. По поводу обезьяны я говорил, вот вспомнил, прикиньте, по поводу обезьян. Я очень часто стал видеть Керри обезьяну, потому что Керри обезьяна это имеет самый дисбалансный стан, как по мне. Потому что вечный стан он может накидывать, и только гритеры тебя спасут, по сути. Ну и может быть уклонение немножко тебя спасет. Вот как бы и все. Прикиньте, у меня такой стол, и я еще каким-то образом выигрываю. Но на самом деле это из-за того, что у меня есть 2 дума, и у меня есть кунка. Теперь прикиньте, что было, если бы у меня был кунка в 2 звезды вместе с думом в 2 звезды. При этом был бы еще и котел сверху. И все это бафает наш Огр. Это ж прям по кайфу было бы. О, я уже вижу 2 инсектоидов. Ребят, уже 2 инсектоида в игре. Ну, Яванга. Ребят, Яванга, записывайтесь, записывайтесь на мои гадания. Гадаю на кофейной гуще. Не, на самом деле, у меня эти инсеки уже просто поперек горла стоят. Очень тяжело записывать контент. Тратишь миллиард попыток для того, чтобы записать что-то необычное. Бесит. Бесит. Блин, ну на самом деле, жалко, что мне аптечка не упала. Но, в принципе, плевать. У меня кабанчики упали. Я надеюсь, кабанчики меня сегодня не разочаруют. Кабанчики мне принесут много-много-много денег. Хочу, чтобы они мне принесли много-много денег. Сейчас, кстати, раунд с мобами. Надо сейчас более-менее грамотную расстановку сделать. Вот этот предмет скипаем. Так, ману плюс 50% уберем, чтобы у меня мана быстрее регенилась. Хотя, на самом деле, знаете, я немного поспешил. Поспешил, надо было не спешить. И после раунда с мобами уже тогда ролить предмет. Ну, там уже Тайда нашли. И это еще и инсектоид находит их. Ну, как-то так. Как-то так. Удивлен. Там, кстати, по-моему, уже 3 инсектоида рисуется. То есть было 2. И я уже примерно вижу 3-го инсека. Либо это будет шаман. Посмотрим. Кстати, меня на стриме просветили. И я вас хочу просветить. Шаманов же нерфанули. И теперь шаман будет перевоплощаться в ценность продажи не выше вашего уровня. Меня на стриме это просветили. И я как понял, что это в действительности так. И меня прям чуть ли Кондратия не хватил.
Не, на самом деле это жесткий нерв шаманов тогда. То есть у тебя сейчас шамана привязана к твоему уровню. Не то чтобы это прям критично, кстати. О, серьезно? Ты серьезно? 3 инсека. Чел на первом месте собирает тоже себе инсеков. Да, еще не вечер. Посмотрим, что будет дальше. Рассказываю более подробно по поводу шаманов. Я в любом случае запишу каточку с шаманами в текущем патче, чтобы показать, насколько их все-таки нерфанули. Сейчас шаманы зависят от вашего уровня. То есть, если у вас есть, допустим, солнечный шаманов 3 звезды, но у вас 5 уровень, то у вас шаман перевоплотится в фигура, которая будет по цене продажи не выше 5 монет. И это важно. То есть даже если у вас там будет камень Киры лежать в нем, шапка будет в нем лежать, плевать, абсолютно плевать. Не выше цены продажи 5 монет у вас фигура перевоплотится. И на самом деле это жесткий такой нерв. Теперь ребятки не смогут пообузить себе там на 6-м, на 7-м уровне лютых шаманов. Ну как бы... Хотя нет, все равно пообузит. Уже 7-й уровень, как бы, ну это критично. Но в любом случае, теперь у тебя не появится там фиолка, допустим, 3-звездочная на 7-м уровне. Хоть ты 10 шапок там накидай, и камень Киры сверху накинь, вообще плевать будет. Кстати, там чел может собрать себе темного лорда в 3 звезды, но он почему-то не хочет этого делать. И это очень странно. С темным лордом он бы в 3-звездочном прям развалил бы все столы. Кстати, 4 инсека. Боже, ребята, вы вообще что ли? 4 инсектоида в игре. Да успокойтесь. Прикиньте, 4 инсека в игре. Да они больные. Инсек еще и минера нашел. Да, ребята. 4 инсека в игре. Вдумайтесь на секунду. 4! Да. Неметовая сборка. Ну что ж, будем потеть. Поэтому зализываем волосы назад, облизываем брови, поехали. Может, что-то и получится. Я, конечно, буду надеяться, что у меня хпшки хватит. У меня 73 хп сейчас на данный момент. И мне этого хп может не хватить. А можно больше думов трента одного, пожалуйста? Просто 2 дума полетело в одного трента. Ну это жестко, это очень жестко. Не передать словами, насколько это жестко. Ну ладно. О! Панда! Здорово! А чё, как оно там? Нормально? Нормально? Цемку, кстати. Вот мало кто... Короче, много кто недооценивает цемку. Много кто. Но сейчас цемка вообще такой лютый перс, ребятки. Я рекомендую вам брать цемочку хотя бы в 2 звезды. Если у вас героев куча с маной, то ставить хотя бы цемочку в 2 звезды. Теперь она заливает ману с 0 секунды. Наконец-то разработчики ее хоть как-то бафнули. То есть у вас плюс мана с 0 секунды. Вообще по кайфу. Если бы они еще сделали то, что зеркало было бы в 3-м тире, вообще было бы прекрасно. Вы прикиньте, вы ставите цемку, закидываете туда зеркало, и у вас 3 цемки заливают ману с 0 секунды. Это, грубо говоря, 3 пары арканцов почти. Так, цемочка в 2 звезды пойдет. Сюда эту прикормку. Так, что, надо стол немного усилить себе. Ну что ж, сейчас будем смотреть, насколько хорошо у меня там поднялись кабанчики, насколько много денег это заработал на них, да? Я думаю, время пришло. Сейчас отчет к следующему раунду и смотрим на кабанчиков. Давайте. 8, 9, 6, 10, 9, 9, 6. А как так? А как это у меня всего лишь 2 кабанчика по 6 монет? А как это по стандарту, чтобы у меня 4 плюс кабанчика было по 5 монет? Обалдеть, прикиньте. Вот сейчас реликвия мне прям чуть ли не максимум принесла. Чуть ли не максимум.
Кстати, если не ошибаюсь, то это последний раунд, когда она апнулась. То есть на 19 раунд включительно, это последний раунд, когда она апается, если вы забузили кабанчиков на 10 раунде. Мы сейчас, конечно, посмотрим, это проверим, чтобы я сам себя, скажем так, не надурил. Чисто 2 лагуны в одну урсу полетело и сбрили под корень. Так, возьмем сейчас ее. Так, ну-ка. Да, кабанчики не апнулись. Ну, ничего страшного. Так, варлок в игре есть. На самом деле это плохо, потому что там инсеки могут собрать себе варлока. Это будет для меня прям... Ой-ой-ой, какая плохая новость. О, если это мне, это неплохая новость. Это хорошая новость. Так, ну этих шаманов мы продадим. Знаете, что мы сейчас сделаем? Я думаю, уже многие догадались, что я хочу сделать. Аппарат пришел, шикарно. Я хочу собрать 6 богов. Все, поехали. 6 богов через Тайда, через аппарата, через кунку. Даже нет, через кунку мы будем это делать, ребята. Тупо кунка, поехали. Сейчас соберем кунку в 3 звезды. Дай бог. Кстати, цемку я уже продам, она мне не нужна. Жрецы у меня, если что, стоят. Он на 9 уровне столько себе легендарок нашел. Ну, мерзость. Ну, мерзость. Серьезно, мерзость. Так, понял. Здесь я откисаю, к сожалению. Ну, короче, план вы мой поняли. Хочу собрать себе 6 богов, собрать себе Кири Тайда. Под аппарата. О, инвокер. А кто инвокера нашел? Бог ты мой. Там такие инсеки, ребята. Минуту молчания. Не знаю, я сейчас как-то так буду ставить себе стол. На самом деле у меня ультра слабый стол сейчас. Я, кстати, сейчас, наверное, продам все-таки вот этих вот волшебников. 6 богов я здесь чистых не сделаю, к сожалению, потому что уже 9 легендарок открыто. Раз, два, три, четыре, пять. Боже, я не знаю, что с ними. 5 человек играет на инсеках. 5, ребята, вдумайтесь. 5 инсектоидов на инсеках. Боже мой. Я не то чтобы в шоке, я в полнейшем шоке. Мой Не буду сквернословить. Свенчик. Но Свенчик мне не нужен. Так, возьмем Марса, но на самом деле Марс мне не нужен. И на самом деле, знаете, в чем печалька? Мне-то и жрец не нужен. То есть мне сейчас самое главное, чтобы 10-я легендарка какой-то был другой бог. То есть, что вы поняли, сейчас из богов нет никого. Вот есть Марс, есть жрица. А моя идея заключается в том, что я хочу оставить себе аппарата. Но Дума мне тоже как бы не хотелось бы скипать. И вот поэтому у меня сейчас загвоздка. Если сейчас не будет 10-я легендарная фигура, мне придется кого-то из них продать. Либо же Дума, либо же Кунку. Хотя Дум и Кунка, они идеально сочетаются. Кстати, спасибо, 5 хп восстановил за баночку, вообще прекрасно. И мне, кстати, нужно будет еще найти Рок Войны. И вместо варлоков, хотя не, ну варлока может быть даже я и оставлю. Я хочу инвокера найти. Вот с 6 богами он, конечно, криво работает. Но хочется найти себе инвокера. Инвокер это имба. Кстати, по-моему, не, типочка не завалю, там инвокер. Так, один инсек вылетел. Хорошие новости. Прекрасные даже новости, я бы так это назвал. Да что ж ты мне так криво идешь? Берсерк мне не нужен. Аппараты надо убирать, но... Так воины ставятся, боже. Ладно. Ладно, пока так. Пусть пока так стоит.
После 25-го раунда полностью сролимся. Я надеюсь, что у меня пойдет рок войны, либо же посох 3-го тира. Моя идея заключается в том, что я хочу сделать себе Кири-кунку. И вот чтобы сделать себе Кири-кунку, мне необходим... Винстрик сейчас заберу. Я сейчас Винстрик заберу, ребятки. Я... Бог рандома. Пожалуйста. Пусть в этой игре будет одна легендарка, который бог. Хан, Зевс, Леший, без разницы. Дай, пожалуйста, 10-ю легендарку кого-нибудь бога, пожалуйста. Я очень не хочу продавать Думы, я очень не хочу продавать Кунку. Кунку я продавать не буду, а вот Дума мне не хочется продавать тоже. Аппарата мне не хочется продавать, потому что аппарат на самом деле это нюк. Против инсеков тоже неплохо сработает, потому что когда я буду обновлять свои станы, то каждый раз, когда инсеки будут перерождаться, соответственно, будет работать пассивка аппарата. Так, арканцы, хорошо, отлично. Под 6 богов заходят арканцы. Мифриловый доспех берем. Двойные клыки я не взял, потому что у моего противника может быть много контроля, и мифриловый доспех меня спасет не единожды. Мифриловый доспех прям спасет мне жизнь. Множество раз. Мне нужен еще и инвокер в 2 звезды. Так, палку убираем. Так. Сейчас, кстати, рандомим предметы, если что. Потому что мне нужно найти снова рок войны. Кто вдруг не знает, когда у вас остается последние 4 предмета, вы нажимаете рандом сундук, то там предметы потом обновляются. Ну, хоть чел на первом месте сейчас играет через древний... Неужели бог рандома существует? Вы прикиньте, каков шанс, что 10-я фигура это будет бог. Ну, на самом деле высокий. Да, на самом деле высокий шанс. Мне надо даже 2 рога войны найти. Под инвокера и под варлока. Прикиньте. Не работает 6 богов на инвокера. Видели, у него способность не откатывалась под 6 богами? Вот это, конечно, тупо. Прикол. Так, Тайдуха сюда. Отлично. Отменное усиление. Так, мне, кстати, надо будет найти еще одного волшебника, но не морского, потому что... морской мне не нужен. Арканцы я, кстати, сейчас перекину в Кунку. Кунка намного чаще будет кастовать свои корабли. Кстати, если что, у Варлока под 6 богами там КД на способности около 20 секунд. Если не забуду, то покажу. Еще один аппарат идет. Дай мне какого-нибудь, пожалуйста, волшебника другого, не морского. Ну и не Гримтача. Зевс. Прикиньте. О, Грим. Так вот. Ой, Гримтач. Не Рубика. Я немножко оговорился там. Я имел в виду Рубика. Боже, какой у него тут стол огромный. Ля, сколько у него берсерков появилось. Обалдеть. Ну ладно, я хотя бы не так сильно в табло получу. Мне еще и хпшки более-менее нормально. Живем. Кайфуем. Кунка приходит, хорошо. Я немножко, кстати, затупил. Не успел тайда поставить. Я просто не нашел второго Рубика, где он у меня стоит. У меня на столе было 2 Рубика. Так, теперь мне нужен тайд в 2 звезды. И мне нужен инвокер в 2 звезды. Ну и Зевса в 2 звезды. Все, у меня будет упакованный стол. Дальше мне нужно будет найти Аганим, чтобы у меня прям максимальный импакт был. Максимум импакта. Это жесть.
Разнообразная игра, знаете, такая многогранная. Сразу видно, блин, мне что-то в глаз попало. Инсек. Кстати, я обычно, когда кто-то играет на инсектоидах, начинаю чихать. Но пока что что-то не хочется чихать. Аж странно. Ну-ка, ну-ка. Вот инсек. Дум полетел в Варлока. Хорошо, что все-таки я мифриловый доспех взял. Хоть он не полетел в моего кунку, но он мог полететь в кунку, и у меня бы кунку вот так вот сейчас корабли бы не закидывал. А это было бы очень критично. Сейчас, кстати, надо будет найти еще один рок войны под инвокера. Обидно, конечно, что на инвокера 6 богов не работает. Ну, это, если честно, это тупо. Кстати, еще и винстрик сбил. Вот ты куда этих инсеков? Кстати, под Варлока тоже надо будет найти. Ну? Ну, аппарат, на самом деле, ну, как бы хотелось бы аппаратов 3 звезды собрать, но чего нет, того нет. О, Тайд! Ну да, яйцо закину, короче, в Тайда. У меня сейчас будет ультра сильный Тайд. У меня сейчас контроля будет просто зашибись, и этих инсеков должен разорвать. Осталось в живых 3 инсека, но они огромные. Я думаю, я смогу их вынести. У меня очень много спама. У меня нереально много контроля. Бэмс. Блин, самое кайфовое это то, что еще и Doom откатывается минимально. Бэмс. Минус 270, да. Но это не инсек, но до инсеков мы доберемся. До инсеков мы доберемся. Мне надо инвокеров 2 звезды. Обидно, конечно, очень обидно, то что не работает на инвокера 6 богов. Это тупо как-то на самом деле. Очень тупо. Но вот этот вот инсек, он огромный. Но у меня на самом деле все шансы наказать всех этих инсеков. Мне бы найти еще и Аганим в Тайда, чтобы он прям по 5 секунд станил. Вообще забейте. Я уже не раз показывал о том, что Тайд, когда начинает кастовать свои станы с Аганимом, он вечность держит в своих станах. Вечность. Будем держать кулачки, что мне придет Аганимчик. Сейчас, если что, предметы рольнем. Я еще хочу посох 3-го тира себе найти. Дай бог. Все эти предметы хрень. Боже мой. Боже мой. Какая мне ужасная реликвия упала. Жезл Киры. Это трындец, товарищи. Я на самом деле рассчитывал на то, что мне упадут двойные мобы. Хотя у них хп на самом деле у всех мало осталось. Инсек 11 уровень себе взял. Ой-ой-ой. Ну, боже, насколько, вот я же говорю, игра разнообразная. То, что в игре 5 инсеков было. Осталось 3. О, там он еще и себе Чена почти в 3 звезды собрал. Вот это максимально неприятно будет. У него еще антимаги стоят. Если там будут 3-звездочные антимаги, и Тайт не будет их станить. Он, кстати, хочет себе Чена собрать в 3 звезды. Либо антимага. Плохо то, что у него еще и там двойные мобы. Это будет неприятно. Живем, 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 живем. Боже, посмотрите, какие тайминговые станы. Ой-ой-ой. Красота. Просто минус 1 инсек. Сюда. 1 наказан. Одного отправили в next. Чилит на расслабоне. Так, одного древнего тоже выкинули из игры. Выкинул его инсек. Удивлен? Ни грамма. На самом деле сейчас игра очень на тоненького. Мне еще нужно будет найти Аганим. А ролить нечего. А ролить-то нечего. Да еще кунку.
Инвокер, хорошо. Инвокер. Блин, не того продал. Ну ладно, хрен с ними, все равно бы не хватало, надо было того Зевса продавать. У меня там тот Зевс был за 2 монетки. Из-за того, что я с сумкой по домена его собрал, он у меня был за 2 монетки. Пу-пу-пу. Не, но сейчас игра должна заиграть иными красками. Инвокер в 3 звезды это не шутка. Тут Чен, кстати, у него в 3 звезды, но... Станчики поехали, вечный контроль не контрится. Сюда! Минус еще один инсек. Красота. Блин, жалко, у меня кунка не пришел. Че, давай, аганимчик, пожалуйста. По-братски, аганимчик. Терраса хорошо, но нужен аганим. Это печально. У него, кстати, камень Кира находится в бруде. Это плохо. Затаили дыхание. У него инвокеры спавнятся. Не-не-не. Контроль. Я не понял, сейчас Тайт подкинул. И урона не было от корабля Кунки. Боже, как же люто ему там наспамились. Инвокера. Если ему и дальше будет инвокера спамиться, мне ГГ будет. Я, наверное, сейчас все предметы перекину в Тайда, чтобы Тайд тупо в первую очередь давал стан. Чтобы инвокеры не смогли раскастоваться. Тупо ответственный момент. Нельзя проиграть инсеку, нельзя. Бог рандома, давай. Сделай все красиво. Так, вот так вот красиво делаем. Ну, блин, кунки не хватает в 3 звезды. Был бы кунка в 3 звезды, все было бы намного иначе. Держим кулаки. Ну-ка, ну-ка. Затаили дыхание. 2 инвокера заспамнил, это плохо. Так, стан пошел. Так, Дум пошел в одного инвокера. Стан, 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 стан. Гаси! Гаси их! Гаси их! Жить, 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 жить. Живем, живем. Фух. 5 инсеков в игре. 5. 5 инсеков в игре, ребята. 5 инсеков. Туда их, в помойку, вот этих вот всех инсеков. Просто болтов полный рот им всем напихал. Ой-ой-ой, боже, какая игра. Ну это просто жесть. Раз, два, три, четыре, пять. 5 инсеков. Я в шоке. Я в шоке. Я аж вспотел, если честно. Жарко. Очень жарко. Не, ну мне на самом деле, объективно говоря, ну, фартануло в моменте с богом. Если бы этот бог не пришел ко мне бы пришлось отказаться от того же самого Дума. Но вы видели, в конце Дум тупо зарешал. Он в одного инвокера кинул Дум, потом во второго инвокера кинул Дум. И вот, кстати, я немножко момент пропустил. Если что, то в комментариях меня поправьте. Я еще ролик как бы пересмотрю свой, что было в конце. Но, по-моему, когда только что заюзались ветра инвокера, и в этот момент прилетел корабль, урон не прошел от корабля. Я надеюсь, конечно, мне это показалось, но если мне это не показалось, то напишите в комментариях. Если это в действительности так, то это худшая комбинация тогда. Тогда ветра инвокера, они бесполезны. И на самом деле мне очень обидно то, что 6 богов не работает на инвокера. Это тупо. Почему так? Странная, конечно, механика, то, что 6 богов не работает на инвокер. То есть он, когда закастил свою способность, у него как было 20 секунд КД, так и осталось 20 секунд КД. Во! Импакт. Импакт 6 богов. Поэтому можно спокойно себе подметить, что 6 богов не работают на инвокера.
тупо, но как есть. Зато это я проверил, а не вы. Чтобы вы тоже не разочаровывались. Ну, крутая игра, крутая игра. В общем, не буду растягивать концовку. Игра крутая, 5 инсиков было наказано. Вышел победителем. Красавчик. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И на мой телеграм-канал тоже подпишитесь. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.